От пациента. При лечении кота препаратом GS в 5-месячном возрасте в сентябре, октябре и ноябре приступов не было. Рецидив в начале декабря произошел. В феврале возобновились приступы. Главное, чтобы понять, в чем причина приступов эпилепсии. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам кота, 2024 года рождения. Дата исследования – 17 апреля 2025 года. Область исследования – головной мозг. На серии аксиальных, корональных и сагитальных МР-томограмм получено изображение супратенториальных структур и ствола мозга в Т1 и Т2 ТСЕ взвешенных изображениях ВИ, где выявлены следующие изменения. Срединные структуры головного мозга не смещены, боковые желудочки симметричны, не расширены. Третий и четвертый желудочек мозга интактны. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Ствол мозга без особенностей. Мозжечок симметричной однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга, признаков гетеротопии коры головного мозга не выявлено. Данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. При введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. На отсроченных томограммах накопление контраста без особенностей. Заключение. МР данных за патологию головного мозга не получено. 21 мая 2025 года, кандидат медицинских наук, доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Каких-то структурных изменений головного мозга я не вижу. Он правильно развит, признаков наличия образований и гетеротопии коры головного мозга также нет. Но тут нужно понимать два момента. Первое. Исследование сделано хорошо, но выполнено не по стандартному эпипротоколу. У животных так не сделать. Из-за этого информативность исследования меньше, и некоторые вещи могут быть не видны. Второе. Зачастую при эпилепсии каких-то структурных изменений, видимых при помощи МРТ, КТ, нет, и причина ее – функциональные нарушения работы мозга. Имеет смысл сделать электроэнцефалографию.